Признаюсь, как бы я ни принижал заслуги, если о них вообще можно говорить, отечественного автогиганта, я всегда относился к АвтоВАЗу с долей патриотизма, мол, надо поддерживать своего производителя. Но последние новости заставили меня серьезно задуматься, а стоит ли? Кстати, все подставы АвтоВАЗа, цифры и то, что не попало в это видео, я публикую в своем телеграме. Ссылка в описании, там все выходит раньше и можно обсудить без цензуры. На недавнем форуме вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа поделился неутешительными результатами начала 2026 года. По его словам, январь-февраль стали для российского автогиганта худшими за последние 20 лет. А рынок в целом опустился до минимальных значений за 4 года. Цифры говорят сами за себя. В январе 2026 продано всего лишь 19 600 новых лад. Это на треть меньше, чем годом ранее. Остальные посетители автосалонов говорят, купить ладу можно, но зачем? Точных данных за февраль пока нет, но судя по заявлениям Соколова, положительной динамики ждать не приходится. Соколов предполагает, что рынок может начать расти только во втором полугодии. Но вот вопрос, успеет ли АвтоВАЗ дожить до этого момента? Около 70% продаваемых новых легковых автомобилей «Лада» в России реализуются с помощью банковских кредитов, сообщил на заседании Союза машиностроителей в Челябинске президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Он отметил, что снижение доступности автокредитов – это главный вызов для российского автопрома сейчас. Такой банковский инструмент стал особенно важен на фоне демпинга иностранных производителей, имеющих доступ к дешевым заемным средствам, заявил он. АвтоВАЗ рассчитывает в течение 2026 года выпустить 370 тысяч автомобилей. Если этот показатель будет достигнут, то рост объемов производства относительно 2025 составит 9%, заявил глава компании Максим Соколов. С учетом экспорта, автогигант рассчитывает выпустить в 2026 году 400 тысяч машин. На ВАЗе дают оптимистичный прогноз рынку. Однако в Ассоциации российские автомобильные дилеры придерживаются другого мнения о перспективах российского авторынка. Там считают, что если АвтоВАЗ останется на уровне 2025 года, это уже хорошо. Что же привело к печальному положению дел АвтоВАЗа? На мой взгляд, компания сама загнала себя в угол рядом решений. Начать хотя бы с цен. АвтоВАЗ поднял их даже выше, чем в Беларуси. Представьте, машина, собранная у нас, стоит дороже, чем аналогичная модель по ту сторону границы. Это ли не повод задуматься? И ладно бы высокая цена оправдывалась качеством, но, увы, соотношение цены и качества опустилось до минимума за последние 20 лет. Раньше «Лада» была символом доступности. Сейчас же за эти же деньги можно найти более интересные варианты, пусть даже поддержанные иномарки. И это не просто мои догадки. Все чаще я слышу от знакомых, что они готовы переплачивать за комфорт и надежность, лишь бы не связываться с новыми «Ладами». Еще одна проблема с запчастями. Клиенты жалуются, что достать нужные детали становится все сложнее. А если запчасти есть, то их цена порой шокирует. В итоге обслуживание машины превращается в квест с непредсказуемым финалом. Представьте, сломалась какая-то мелочь, а чтобы ее заменить, нужно ждать месяц и отдать половину стоимости деталей только за доставку. Кто после этого захочет покупать новую «Ладу»? Не добавили оптимизма и некоторые пиар-ходы компании. Помните то самое интервью, где представитель назвал собственный продукт тележкой и закрепил за брендом унизительный слоган «Можно, но зачем?». Такие высказывания не укрепляют доверие к бренду, а наоборот отталкивают потенциальных покупателей. Вместо того, чтобы рассказывать о преимуществах моделей, компания невольно дает повод для насмешек. А еще был тот самый шаг с утильсбором. Он сделал АвтоВАЗ точкой ненависти для миллионов автомобилистов. Вместо того, чтобы искать способы сделать машины доступнее, компания идет по пути дополнительных сборов.
И складывается ощущение, что руководство просто не понимает настроение аудитории. Если посмотреть на ситуацию шире, становится ясно. Проблема не только в отдельных решениях, а в общей стратегии. АвтоВАЗ будто застрял в прошлом. Сколько можно выпускать старые модели? Да, платформа проверенная временем, но мир не стоит на месте. Покупатели хотят новых технологий, современного дизайна, комфортных опций. А вместо этого получают все те же знакомые очертания с минимальными изменениями по космическим ценам. И еще один важный момент – обратная связь. В интернете полно негативных отзывов о последних моделях Лады. Люди пишут о мелких, но раздражающих недочетах, о проблемах с электроникой, о неудобном салоне. Но похоже, компания не спешит их учитывать. Вместо этого новые повышения цен и старые проблемы. За 2,3 миллиона рублей можно найти немало альтернатив в Весте. И если раньше выбор в пользу Лады оправдывался ценой, то теперь этот аргумент не работает. Признаюсь, раньше я думал, ну ладно, пусть Лада не идеальна, зато она наша, и ее можно починить в любом гараже. Но сейчас я все чаще ловлю себя на мысли, а зачем? За эти же деньги я могу взять поддержанную иномарку с более современным салоном, лучшей динамикой и надежностью. И да, возможно, ее будет сложнее чинить, но зато я хотя бы получу удовольствие от вождения. Что же делать дальше? На мой взгляд, АвтоВАЗу срочно нужны кардинальные изменения. Вместо того, чтобы гнаться за максимальной прибылью с каждой машины, стоит подумать об оборотах. Адекватная наценка может привести к росту продаж и, как следствие, общей прибыли. Пора инвестировать в развитие, обновлять модельный ряд, внедрять новые технологии, прислушиваться к пожеланиям клиентов. Доступность запчастей. Еще один ключевой фактор лояльности. Если машина простаивает из-за отсутствия деталей, покупатель вряд ли вернется к бренду. Да, рынок сложный, конкуренция высокая, но это не повод опускать руки. Напротив, сейчас самое время действовать, меняться, учиться, слушать клиентов. Иначе вместо лозунга «можно, но зачем» мы получим другой. Было, но больше нет. Кстати, АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию новой торговой марки под названием «Можно, а зачем?». Из базы данных Роспатента следует, что она оформлена по широкому классу товаров, в том числе по категории транспортных средств. Сама фраза возникла во время интервью топ-менеджера ВАЗа, блогеру Амирану Сардарову, когда медиадеятель задал вопрос: можно ли сделать так, чтобы ВАЗ выпускал конкурента BMW? Впоследствии ответ «можно, а зачем» стал мемом. Регистрация новой торговой марки не означает, что ВАЗ будет ее использовать. Скорее всего, компания решила застолбить фразу за собой, чтобы ее не использовали другие. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы поддержать канал. Сейчас это крайне важно и для меня, и для канала. Спасибо вам. Напишите в комментариях свое мнение, с чего начать АвтоВАЗу в первую очередь. А еще заглядывайте в мой телеграм-канал, там мои мысли без цензуры. Благодарю за просмотр, всем добра. Ну и шутка на прощание. Когда бы вы ни жили, хорошие времена или уже были, или планируются в далеком будущем.